Привет, вы на канале ProCuber, и здесь я рассказываю про разные головоломки, обучаю азам спидкубинга, рассказываю про мировые рекорды, про новинки и часто про головоломки, которые даже не были анонсированы, но обязательно появятся в будущем. А в этом видео я хочу рассказать о только-только вышедшем кубике Рубика Yongjoon 7х7 UFO V2M. И это, как мне кажется, лучший кубик Рубика 7х7 с магнитами за свою цену. Из названия ясно, что раз написано V2, то это уже вторая версия данного кубика. Первую версию я крутил, она у меня осталась в России. За свою цену это был, в принципе, более-менее нормальный куб. Кстати, для тех, кто любит новости, совсем скоро от Yongjoon выходит новый кубик Рубика 6х6 MGC, в котором, по заявлению производителя, будет крутейшая резка углов, а для 6х6 резка углов это один из ключевых параметров, а также новая магнитная структура на основе уже известного кубика MGC. Я так понимаю, речь идет про кубик 3х3 MGC. И, судя по всему, очень невысокая цена, особенно учитывая ценовую политику Yongjoon. Буду с нетерпением ждать выхода этого кубика, и очень интересно, что же они там все-таки сделают. Первый плюс, который я хочу выделить у кубика 7х7, это то, на что падает взгляд в первую очередь, когда кубик попадает к вам в руки. Это упаковка. Я понимаю, что упаковка имеет опосредованное отношение к кубику, но все-таки встречают по одежке, и как раз таки эта одежка меня удивила с хорошей стороны. Это упаковка, коробка с принтом кубика Рубика. Вроде бы идея витает в воздухе, изобразить снаружи то, что находится внутри, но почему-то никто из производителей не заморочился, а Yongjoon заморочились и сделали красивый, аккуратный кубик в кубике, так скажем. Что мне теперь эту упаковку даже и выкидывать не хочется, потому что просто приятно выглядит на полке и похоже на куб. Если у вас мало кубов в коллекции, можно ее смешать с кубами, и коллекция будет казаться чуть-чуть больше. В ней есть какая-то изюминка. Напишите, что вы делаете со своими упаковками, выкидываете или храните. Мне будет интересно почитать в комментариях. Но это мелочь на фоне того, что находится внутри. А внутри у нас отличнейший кубик Рубика из цветного пластика. Как я уже сказал, горячая новинка. А как вы знаете, самые горячие новинки быстрее всего появляются где? Правильно, у моих друзей из проекта speedcubes.ru, и этот кубик уже можно приобрести у них по очень выгодной цене. У ребят и так самые выгодные цены на ВЦ головоломки в стране, но вы также можете еще и сэкономить. Для этого используйте промокод на скидку 10% на экране. Помимо этого, ребята ездят в Китай на фабрики к производителям кубов и других головоломок и держат руку на пульсе всего, что происходит в спидкубинг среде. Они помогут подобрать головоломки и аксессуары под любые ваши требования и бюджет. А в Санкт-Петербурге для вас открыты двери в 2 шоурумах, в которых можно получить консультацию от профессионалов своего дела со стажем более 7 лет. А если вы из другого города или страны, или просто не можете прийти, то у них много вариантов доставки в любую точку мира. А также огромная куча положительных отзывов, так что смело обращайтесь. Второй и, наверное, самый главный плюс этого кубика – это его вращение, то, как он крутится. Четкое, плавное, быстрое, а самое важное – стабильное вращение. Меня очень удивил этот кубик, когда я впервые взял его в руки. Я ведь уже сказал, что крутил первую версию этого кубика. Так вот, если сравнивать, что было и что стало, то Yongjoon проделали огромную работу над ошибками и представили на рынок совершенно новый крутой продукт в виде второй версии. Внешние слои крутятся практически, наверное, и не совру, если скажу, как у кубика 3х3, потому что вращение очень хорошее и приятное. Внешние слои крутятся несколько быстрее, чем внутренние, но при этом все внутренние слои крутятся одинаково быстро и равномерно друг с другом. Для меня это немного удивительно. Раньше обычно было, что чем ближе слой находится к середине, тем медленнее крутится этот слой. Но здесь такого нет. То ли технологии так сильно подросли, то ли магниты так работают, либо это все в совокупности дает такой эффект, но факт остается фактом. Кубик крутится круто и стабильно, а за стабильность в кубике отвечает отличное строение и целых 144 магнита. Сначала немного про строение, а потом про магниты. Вот кто-нибудь когда-нибудь разбирал кубик Рубика 7х7, видел, как устроено все внутри? Детали, можно сказать, в нем наслаиваются друг на друга, и это все как-то должно крутиться и функционировать. Строение у кубика, на мой взгляд, просто потрясное. Начиная от простых закруглений на уголках в центральном сегменте, заканчивая рельсами на ребрах, углах и других деталях. Еще, кстати, мне понравилось то, как кубик пытались облегчить по весу. Поскольку кубик магнитный, он весит довольно много.
чуть более 200 грамм, если быть точным. Это в принципе терпимо для куба такого размера. Центральные элементы кубика имеют пустоты, чтобы кубик меньше весил, я так понимаю. При этом жесткость общей конструкции не нарушается. Это же додуматься как бы еще надо. А еще, кстати, наверное, поэтому внешний слой крутится чуточку быстрее, так как чем меньше соприкасаемой поверхности, тем лучше будет трение. Эти пустоты как раз приходятся в основном на внешние слои. А для тех, кто не понимает, зачем в кубике нужны магниты, немного проясню ситуацию. Магниты делают кубик более контролируемым при вращении. Магниты не дают кубику разъезжаться и граням перекручиваться лишнего, просто притормозив грань вовремя за счет магнитной силы. Магниты помогают сделать кубик более стабильным, плавным, а если грамотно подойти к вопросу, то еще и быстрым. Но все бы ничего, если бы не тот факт, что раньше магнитных головоломок не существовало, но при этом как-то собирали, и рекорды устанавливали, и чемпионаты выигрывали. Магниты немного демонизированы, на мой взгляд, особенно в мелких кубах типа 2х2 и 3х3, но все-таки свою роль они как-никак выполняют. Но лучше всего это заметно в кубах размерами начиная от 4х4 и выше, 5х5, 6х6 и конечно же 7х7. Биг-кубы всегда страдали своей нестабильностью из-за того, что много слоев и каждый слой нужно выровнять и подогнать миллиметр в миллиметр, иначе грань может не повернуться или кубик рассыпется на мелкие детали. В текущей магнитной конструкции этого в принципе уже не происходит, потому что магниты сами постоянно выравнивают грани как нужно. И можно спокойно сосредоточиться на сборке куба и просто наслаждаться процессом. Третий важный плюс этого кубика — это наличие версии из цветного пластика. Понимаете, кубик 7х7 — это огромная бандура, которая состоит из множества элементов. А наклейки имеют свойство обдираться, отклеиваться от жары, зацепляться об одежду, чехлы, ногти и так далее. Да собака на крайнях может просто погрызть. И чтобы вообще полностью избавить себя от этой проблемы, был придуман цветной пластик. Это, наверное, лучшее изобретение в сфере головоломок. Я рекомендую брать цветные кубики, потому что наклейки обдерутся в любом случае, если только кубик не будет стоять на полке в коробке. Для любителей классики, конечно же, есть и кубики из черного пластика с наклейками. Этот куб точно так же крут, как и цветной. Но я думаю, что достаточно убедительно объяснил, почему цветной пластик все-таки круче, чем черный. Но, конечно, выбор всегда остается за вами. Четвертый плюс — это крутая расцветка. Это, наверное, больше относится к цветному, потому что черного у меня нет, и за него я особо говорить не могу. Все цвета настолько хороши, насколько это возможно. По-моему, еще не существовало такого кубика, в котором все было на 100% нормально. Все цвета насыщенные и яркие. Желтый, яркий, сочный, не бледный. Зеленый, сочный, яркий, ни в коем случае не какой-то там кислотный. Оранжевый, сочный, яркий. А то бывает, смотришь, пластик какой-то бледный. Красный чуточку темный, но это, на мой взгляд, окей. Бывает прям вообще темный, чуть ли не коричневый делают. У этого куба мне в принципе все нравится. Ну и синий насыщенный глубокий цвет, а то бывает либо чересчур темно-синий, а бывает вообще фиолетовый. Но здесь с этим все очень круто. Кубик за счет хорошо подобранных цветов очень красиво выглядит и хочется его крутить. Наверное, последний пятый плюс, который перекрывает практически все сказанное, это его смешная цена. Примерно в $20 за такой кубик. Для тех, кто сильно ограничен в бюджете, цена является основополагающим фактором при покупке. И часто в биг-кубах качество сильно зависело от цены. Никто же не хочет покупать дешевый кубик, который потом не хочется крутить. А с этим кубом такого точно не произойдет. Yeonjun перевернули правила и сделали очень крутой кубик, который вполне может конкурировать с профессиональными кубами за совсем небольшую цену. Вся фишка в том, что его цена соответствует хорошему немагнитному кубику 7х7, но он магнитный, и это его выводит на совершенно новый уровень. И если это не самый крутой кубик 7х7, то один из них это 100%, даже несмотря на цену. В 2019 году многие производители за хороший 3х3 просят от 20 до $40 в среднем, а многие вообще просят и 60. И это считается нормой. А тут магнитный кубик 7х7. В нем физически и магнитов, и деталей, и пластика гораздо больше потрачено, чем на 3х3. Он безусловно стоит своих денег и отрабатывает каждую потраченную на него копеечку. Если вам видео было интересно или даже полезно, поддержите ролик лайком и напишите комментарий,
чтобы как можно больше людей смогли увидеть это видео. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны, жмите на колокол и не пропускайте мои следующие видео. Больше контента от меня можно получить на втором канале и в инстаграмах и много где еще. Все ссылочки на мои соцсети будут в описании. Большое спасибо за просмотр, увидимся в следующем видео.